Друзья, сейчас такой период, когда нет особо выбор такой, не разгонишься по фруктам. Мандарины, но мы с вами уже готовили шикарный мандариновый пирог. Это, что еще там, яблоки, у нас тоже кучу десертов из яблок на канале. А бананы, банафи пай, и больше особо их не задействовали. Поэтому предлагаю сегодня приготовить очень легкое в приготовлении банановое печенье. Здесь очень тоненькое тесто, хрустящее, такое слоистое, но готовится очень быстро и легко. И сочная, вкусная, ароматная банановая начинка. Ну что, готовы? Давайте скорее готовить печенье-бананчики. Для приготовления теста нам понадобится 100 граммов сливочного масла размягченного, 100 граммов сметаны, 200 граммов муки, 20 граммов сахарной пудры, 6 граммов разрыхлителя, можно добавить ванильный сахар. Итак, размягченное сливочное масло отправляем в чашу комбайна. Оп. Сюда же сметану. Сметану лучше предварительно, хотя бы за полчасика до приготовления теста достать из холодильника, чтобы она была не сильно холодная. Так, сметана. И теперь все это взбиваем до пышной массы, пышной однородной массы. Оп. Сюда же отправляем сахарную пудру, взбиваем. Обязательно собирайте со стеночек все. Я собрала со стеночек все. Еще буквально 10 секунд. Отлично. Долго взбивать не нужно, буквально там 30 секунд. Муку соединяем с разрыхлителем. Перемешиваем. И отправляем к нашей сливочно-сметанной массе. Венчик меняем на насадку весло или лепесток, она еще называется. И перемешиваем. Долго вымешивать не нужно. Как только вся мука увлажнилась, останавливайтесь. Формируем вот такую, хотела сказать колбаску, брусочек, наверное, это больше такая. Оборачиваем пищевой пленкой и убираю в холодильник на 1 час. Для приготовления банановой начинки нам понадобится 2 банана, 30 граммов светлого изюма, 20 граммов сахара и 10 граммов сливочного масла. Очищаю банан и нарезаю небольшим кубиком. Изюм такой некрупный, золотистый, заливаю кипятком буквально на 1 минутку. Воду сливаю. Просушивать изюм не нужно. Отправляю в сотейник бананы. Оп. Есть. Сливочное масло. Сахар. Можно тростниковый взять. И подготовленный изюм. Я его промыла. Так. Все это перемешиваем. И ставим на средний огонь. На среднюю температуру на плиту. Банан я держала на плите приблизительно 3-4 минутки. Вот такая масса. Достаточно. Снимаем с огня. Банановую начинку перекладываю в миску. И отставляю в сторону, чтобы она полностью остыла.
можно, в принципе, воспользоваться и холодильником. Я вот так вот ее по стенкам распределяю, чтобы она быстрее охладилась. Тесто уже отдохнуло час в холодильнике. Так, подготовим немного муки, наши остывшие бананы, начинка, скалка, нож. Можно просто блюдечко взять или вот такое колечко. Так, и противень с пергаментом. И включаем сразу духовочку на 170 градусов. Нарезаем наш цилиндр небольшими кусочками. Ширина приблизительно сантиметр, максимум 1,5. Так, чуть-чуть стол подпыляем мукой. Так. Раскатываем такой овал. Вареник. А говорила, будут бананчики. Так, теперь кладем вот так на стык и подгибаем. Получается форма бананчик. Да? Отправляем наше печенье в разогретую до 170 градусов духовку с конвекцией, с обдувом приблизительно на 20-25 минут. Контролируем готовность по цвету. Как только зазолотятся, зарумянятся, доставайте. У меня на это уходит приблизительно 25 минут. Наше печенье бананчики уже готово, можем доставать. Какая красота! Вижу, красота! Сейчас будет немножко сахарной пудры и будет красота. Так, тонкий слой сахарной пудры. Вы помните, у нас не очень сладкое тесто, поэтому у нас начинка сладкая. Кстати, насчет бананов. Выбирайте бананы более спелые, не зеленые. Так будет вкуснее. Так, и сахарной пудры, в принципе, можно не жалеть, потому как... Я уже слышу, да? Оп. Потому как я уже сказала, тесто не очень сладкое. Готово наше печенье, бананчики. Как вы убедились, вкусно, быстро. Вкусно еще не убедились, но быстро, легко. Детям уверена, что понравится. Да и не только детям, может быть, даже и взрослых заинтересует этот десерт. Сейчас покажу вам разлом. Ну и, как всегда, больше рецептов найдете на моем YouTube-канале. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте. Лай, не так. Там где-то вот такая штучка есть. Вот, комментируйте. Давайте готовить вместе.